Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал The Handmade. Это третья часть видео мастер-класса «Мишка. Любовь». Продолжаем наше вязание. Следующий ряд 38. В этом ряду сформируем щечки. Для начала нужно будет ровно по голове игрушки определить 6 петель. У меня это получилась первая петля этого ряда 38 плюс 5 последних петель. И от этих 6 петель в обе стороны отсчитываем 14 петель. Для удобства отмечаем это все маркерами. И начнем вязать. Итак, я вяжу первую петлю. Возможно, у кого-то получится посередине не 6 петель, а нужно будет 7 петель. Это уже отсчитывайте самостоятельно. Так, далее вяжем 7 убавок подряд. Первая убавка, вторая убавка, третья убавка, шестая убавка и вяжем седьмую убавку. Это мы сформировали правую щечку. Далее до маркера, до отметочки, там где мы будем формировать левую щечку, вяжем 22 столбика без накида. У вас это количество петель столбиков может отличаться, если середины петли у вас было не 6, а допустим 7. Итак, провязала я 22 столбика без накида. Маркер здесь снимаю и вяжу 7 убавок подряд. Первая убавка, вторая, шестая, снимаю маркер и вяжу седьмую убавку. И до конца ряда провяжу 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И итоговое количество в 38 ряду у нас должно получиться со всеми убавочками 42 петли. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 42 столбика без накида. Это с 39 ряда по 41 включительно. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 42, и в этом ряду будем вязывать ушки. Для начала провяжем 10 столбиков без накида. 1, 2 и 10 столбик без накида. Далее берем одно ушко, прикладываем вот таким вот образом к голове игрушки, подхватываем крайнюю петлю на ушке, одну петлю на голове игрушки и провязываем это вместе столбиком без накида. Далее подхватываем следующую петлю на ушке и петлю на голове игрушки, провязываем второй столбик без накида. Далее по голове игрушки вяжем 16 столбиков без накида. 1, 2, 3 и 16 столбик без накида. Берем второе ушко, прикладываем к голове игрушки, подхватываем вторую петлю от края на ушке, петлю на голове игрушки и провязываем это столбиком без накида. Провязали. Далее теперь подхватываем крайнюю петелечку на ушке,
петлю на голове игрушки, провязываем столбик без накида. И до конца ряда вяжем 12 столбиков без накида. Итоговое количество петель в этом ряду не меняется, такое же 42 петли. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 43. В этом ряду вяжем так: 12 столбиков без накида, 1, 2, 3, 12. Далее подхватываем петелечку на ушке, вот идет следующая после тех двух провязанных, петлю на голове игрушки и вяжем столбик без накида. Провязали. Далее вяжем 14 столбиков без накида. 1, 2, 14. Здесь также мы берем, подхватываем петелечку на ушке, петлю на голове игрушки и провязываем столбик без накида. И далее до конца ряда вяжем 14 столбиков без накида. Итоговое количество петель в этом ряду также не менялось. Итоговое количество петель 42. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 44. В этом ряду вяжем так: 5 столбиков без накида, 3, 4, 5, плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 36. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 45. В этом ряду вяжем так: 10 столбиков без накида, 2, 3 и 10 столбик без накида. Далее подхватываем ушко, вот так его немножечко слегка согнули, берем крючок меньшего размера, подхватываем крайнюю петлю на ушке, петлю на голове игрушки и провязываем вместе столбиком без накида. Далее подхватываем вторую петлю от края на ушке, петлю на голове игрушки и провязываем столбик без накида. 2 петли здесь вот посерединочке на ушке, они будут не задействованы в вязании. Их впоследствии можно пришить швейной нитью, швейной иглой, или же оставить так. Я, допустим, не пришиваю, я оставляю так. Итак, далее по голове игрушки вяжем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 12. Здесь также слегка согнем ушко и здесь подхватываем не крайнюю петлю, а вторую петлю от края на ушке, петлю на голове игрушки и провязываем вместе столбиком без накида. Теперь подхватываем крайнюю петлю на ушке, петлю на голове игрушки, вяжем столбик без накида. И до конца ряда вяжем 10 столбиков без накида. Итоговое количество петель в этом ряду такое же, как и в предыдущем, 36. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 46. В этом ряду вяжем так: 4 столбика без накида, 2, 3, 4. Далее вяжем 1 убавку. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30.
Провязали, вытянем слегка петлю и наполним голову игрушки наполнителем. Далее фиксируем глазки и носик. Я уже это сделала. Сейчас расскажу, в каких рядах надо будет это сделать. Глазки фиксируем между 40 и 41 рядами на расстоянии друг от друга 6 или 7 столбиков. Носик фиксируем между 38 и 39 рядами. И далее продолжаем наше вязание. Новый ряд мы уже отметили. Следующий ряд по счету 47. В этом ряду вяжем такую комбинацию. 3 столбика без накида, 2, 3, плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 48. В этом ряду вяжем так: 2 столбика без накида, плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 49. В этом ряду вяжем так: 1 столбик без накида, плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. По ходу вязания дозаполним голову игрушки наполнителем. Провязали. Следующий ряд, последний, по счету 50. В этом ряду вяжем 6 убавок подряд. И итоговое количество петель у нас должно получиться 6. Провязали, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя хвостик длиной сантиметров 10. И этим хвостиком стягиваем вот это вот отверстие. Как я это делаю, я подробно показываю в вязальном видео шпаргалочки. Ссылочка на это видео в описании под этим видео. Далее сделаем утяжку на мордочке. Берем швейную иглу с большим ушком, прочную нить белого цвета и заводим иглу в 31 ряду, там, где мы начинали вязать без изменения, в каждом ряду по 56 столбиков без накида. Итак, завели не ровно посерединочке носика, а на один столбик в сторону, ближе, получается, это у нас к правому глазу. Завели иглу и выводим у края нижнего правого глаза. Вот так вот, прям рядышком совсем. Завели. Здесь вытягиваем нить, оставляем небольшой хвостик. Далее под глазом захватываем. Здесь на ворсистой не сильно видно. Где-то получается, наверное, 3 столбика. Вот так вот захватили. И спускаемся к первому вот этому хвостику. На расстоянии от этого хвостика 1 либо же 2 столбика. Далее помогаем пальцами. Здесь вот так вот все сжимаем и завязываем на узелочке. И вторую сторону утягиваем точно так же, только все делаем в обратном порядке. Здесь также помогаем пальцами, сжимаем все и нити завязываем на узелочки. Далее сделаем утяжку по верхнему краю глаза. Также приблизительно где-то в этом же районе заводим иглу, выводим у верхнего края глаза. Над глазом захватываем пару столбиков и спускаемся к хвостику пряжи на расстояние 1-2 столбика от этого хвостика. И здесь также помогаем пальцами, подтягиваем все и нити завязываем на узелочки, лишнее отрезаем.
Далее вышиваем брови и полосочку под носиком не плюшевой коричневой пряжей. Я уже это сделала. Брови вышиваем в 4 ряду, если считать от верхнего края глаза наверх. 1, 2, 3, 4. На расстоянии друг от друга 3 или 4 столбика. Далее нить отрезаем, хвостики расслаиваем и завязываем на узелочки, предварительно зафиксировав на задней стеночке любой подходящей петли. Как я это делаю, я подробно показываю в вязальном видео шпаргалочки. Далее под носиком тоже вышиваем ровно посерединочке, протягиваем пряжу не плюшевую коричневого цвета, и вот здесь вот в ямочке внутри завязываем, слегка стягивая на узелочки, и потом все это прячем вовнутрь игрушки. Далее вышьем ротик швейной иглой с большим ушком и небольшим кусочком основной пряжи. Заводим иглу. Это где-то у нас получается 31 ряд. Вот в этом районе, в углублении. Протягиваем. Заводим на противоположной стороне в углублении иглу, но только немножечко вглубь на один столбик, так, чтобы вывести иглу через один столбик наружу. Далее будем вышивать узелочки на вот этой вот полосочке пряжи. Вот таким вот образом. Заводим иглу вот так вот сверху и выводим, делая узелочек. И сделаем таких узелочков 5-6. Вот так. Так, думаю, достаточно. Все, ротик у нас виден. Теперь заводим иглу вот в этом месте и выводим к хвостику пряжи. Слегка здесь вот так вот оттянем, чтобы ротик был виден. Пряжу отрезаем. Эти хвостики завязываем на узелочки, фиксируя их на задней стеночке любой подходящей петли, и прячем вовнутрь головы игрушки. Далее берем вот такой вот крючок или что-то подобное ему и с внутренней стороны подталкиваем наполнитель к щечкам. Делаем их такими пухленькими, только делаем это осторожно, чтобы не задеть нити утяжки, чтобы их не порвать. Мишка полностью готов, осталось его принарядить и связать ему сердечко-рюкзачок. Это мы уже сделаем в заключительной части, поэтому кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить 4-ю заключительную часть видео мастер-класса «Мишка. Любовь». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!